Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня будет видео в формате вязального эпизода. В течение прошлой недели мне не удавалось каждый день отводить какое-то времечко, чтобы снимать, как продвигались мои процессы. Хотя у нас начались каникулы, в школах начались каникулы, но учителя в каникулы работают, не подумайте. Учителя не уходят тоже вместе с детьми на каникулы. Порой даже бывают такие дни очень насыщенные, когда проводятся различные совещания, педсоветы, форумы, какая-то учеба, потому что именно в дни каникул учителей можно задействовать, так скажем, побольше, да? Но также есть и отгулы, когда переработанные часы накапливаются, и можно взять как раз в каникулы такие денечки, чтобы отдохнуть. Я тоже стараюсь всегда в каникулы брать отгулы, чтобы перевести дух, отдохнуть и набраться сил. Возможно, куда-то съездить, если выдается такая возможность. Ну что, у меня в течение прошлой недели 2 готовых изделия. Я вам тоже их сегодня покажу. Новый процесс, который я начала. Сейчас мы с вами развернемся к столу, и я вам все подробно покажу и расскажу, как прошла моя неделя в вязании. Начну я с своего василькового процесса. Это мои брюки. Я их вяжу, и у меня уже я перешла на вязание брючины. Я очень даже неплохо продвинулась. Я уже за коленку зашла. То есть вот это моя брючина. Вяжу. Здесь, конечно, лицевая гладь. Здесь просто можно показывать количество пока отвязанного, потому что судить о самой работе еще рано. Вот когда она будет готова, и то я думаю, что именно когда она будет готова с верхней частью, так как я вяжу костюм, тогда уже, да, будет понятно. Ну, я думаю, что многие видели трикотажные костюмы, они очень популярны, в разных цветах продаются, очень много они продаются. И, в принципе, это тоже трикотажный костюм, только связанный своими руками. То есть над этим процессом я тоже работаю, продвигаю. Конечно, мне хочется его тоже побыстрее связать, потому что от лицевой глади устаешь постоянно. Поэтому, конечно, нужны другие процессы, чтобы от этой лицевой глади отдохнуть и повязать что-то новое. Ну, а так как холода не за горами, я очень хотела связать себе аксессуар, причем я долго думала, размышляла, как, что, потому что задумка была абсолютно другая, не та, которая сейчас у меня здесь на столе уже как готовое изделие. Мне очень захотелось попробовать пряжу от Lanes du Nord поэма Кашмира. Ну вот, знаете, бывает же такое, что любопытство настолько, так скажем, распирает, что хочется попробовать. И я купила 2 моточка. Один от голубого до светло-серого, от темно-голубого до светло-серого переход. Это градиентный переход, очень плавный, я сейчас вам его покажу. И второй я покупала к перчаткам, которые мне подарила Люда Прижевская на нашей встрече на Балтике. И мне нужно, чтобы был комплект, к чему эти перчатки надеть. Я купила вот этот моточек. Этот моток я извязала в 0. Здесь в составе 80% лана мерина, шерсть, причем 16 микрон, то есть она тонкая, очень качественная, 20% кашемир. В 100 граммах 500 метров. Итальянская пряжа, люксовая серия. Относится к люксовой пряже. Она тоненькая. Это ниточка ровничного типа, то есть не имеет сильной скрутки. Причем можно видеть, что где-то вот так чуть-чуть потолще ниточка. Но она не дает такого сильного эффекта. И вот здесь, посмотрите, спицы рекомендуются. Вот 4-5.
Это американское значение, вот 4-5. Когда идет такая рекомендация, вот я считаю, что, соответственно, значит, эта пряжа должна очень хорошо иметь очень хорошее раскрытие после ВТО. Именно на это я и рассчитывала. И вот здесь написано, что на 42 размер на джемпер хватает 2 моточков. Я взяла спицы 4. Это 3-й вариант шарфа. То есть я вообще изначально хотела попробовать мозаичную технику. Но в этой пряже я сказала, что я не рекомендую ее сочетать с другой, потому что она цепляется в вязании. Ее сложно распустить впоследствии. И у меня было желание сочетать вот ее с белым цветом. Потом я решила попробовать ленивый жаккард. Была та же история, что и с мозаикой. И я приняла решение, что нужно вязать только из этой пряжи. И решила связать шарф. То есть это полноценный шарф. Он длинный. И вот на этот шарф у меня ушло 100 граммов. То есть полный моток. Взяла я узор диагонали, он очень простой. Вот это уже изделие после ВТО. Оно, смотрите, да, можно даже видеть, оно тонкое. Мне кажется, что после ВТО оно, наоборот, еще даже тоньше стало. Не то, что ли пряжа раскрылась, наоборот, она как будто стала более плоская, что ли. Тоненькая. Но, конечно, шарф я буду наматывать. И здесь как бы... Я думаю, что все равно он будет со своей ролью справляться. Посмотрите, какие переходы, да, очень плавные, незаметные. Мне очень нравится, когда идут такие переходы. Но я ожидала другого эффекта от пряжи. Я говорила, что буду думать... Когда я начинала вязать, я буду думать, купить ли мне второй моток, чтобы был полноценный комплект, еще шапку, ну, например, и варежки связать, потому что осталась бы пряжа. Но сейчас я однозначно знаю, что никакой для шапки я эту пряжу не рекомендую, она очень жидкая. Либо ее совмещать с чем-то, но это достаточно сложно по той простой причине, что здесь идет переход. То есть как бы добавлять еще что-то, чтобы она была плотнее. Но эффекта именно вот хотелось бы получить от этой пряжи. Поэтому для палантина, для шарфа, для бактуса, да, эта пряжа, я как бы согласна, что она подходит. Для шапки нет, конечно, нужна пряжа, которая хорошо держит форму и имеет более плотную текстуру. Ну вот шарф у меня связан, он очень мягкий, нежный, приятный. И холода подкрадываются. Я думаю, что уже совсем скоро я буду его надевать. Да его и сейчас уже можно надевать. Но очень интересно, как вот в плане зимой. Ну, все равно будет намотано, поэтому тут будет, получается, да, все равно слой хороший получится на шее. Я думаю, что все-таки все будет замечательно. И у меня вот эта пряжа, я хочу вязать из нее косынку. И я уже подумываю, может быть, добавить сюда нитку. Но у меня нет мохера бежевого какого-то. У меня нет такого мохера. А может быть, просто действительно тоже свяжу только из этой пряжи. Но теперь я уже знаю. Я хотела другим узором. Ну, в общем, посмотрим. Ну, буду вязать, все равно однозначно буду вязать, но шапка, да, будет у меня из другой пряжи. И здесь я тоже к этому шарфу заказала пряжу другую. Я вам скоро покажу, что за пряжа. Те, кто смотрит меня постоянно, те знают, что я ради любопытства очень мне хотелось попробовать вот эту новинку от Ернард Stylish Alpaca. У Оксаны Гуляковой эту пряжу я приобретала. И она так хорошо, так популярно, быстренько зашла. Здесь в составе
Значит, моток 150-граммовый, 75 акрил, 25% альпака. В 150 граммах 525 метров. Ниточка тонкая, с переходами, у меня клубочек. Почему клубочек? Потому что моя замечательная собака очень любит клубочки. Я ей все время говорю: Джесси, ты же не кошка? Нет. Но клубочками она играть очень любит. И она спала, когда я вязала. Клубочек оставила на полу, и я что-то пошла в кухню. И она мне принесла в кухню. Мама дорогая, я когда увидела, я ахнула, что я увидела. Ну вот, что, ну, какие-то секции мне не удалось распутать, но большую часть я распутала. И мне нужно было связать шапочку. У меня есть палантин, связанный из этой пряжи. Очень красивый. И так получилось совсем недавно. Я этот палантин подарила очень хорошему человеку. Сколько было восторга! Как же приятно, когда люди понимают и ценят ручную работу, восторгаются ей. Это очень приятно. И дарить вдвойне приятнее таким людям, которые понимают, как это ценно. И я предложила, потому что я не знала, как человек отреагирует, как человек относится к вязаным изделиям. Я предложила в комплект к этому палантину связать шапочку. Я очень долго уговаривала, мне говорили, что только там за денежку, но я сказала, что не надо мне никаких денежек. Я свяжу просто ради, так скажем, удовольствия. И я связала шапочку, так как все-таки, да, это предполагается носить в холодную погоду, я решила связать просто лицевой гладью. Но вы видите, здесь есть такая пестриночка. Это не от этой пряжи. Я сюда добавила одну тонкую нитку мериноса. Очень хорошего мериноса у меня осталось от джемпера Гламур, который я вязала. И я добавила ниточку эту сюда. Думаю, пусть она будет. Немножко плотности дать. Ну и тепла в том числе. Вязала просто лицевой гладью. Это двойная шапочка. Здесь я делала набор на бросовую нить. И потом вот в обратной стороне подклад у меня здесь Baby альпака 100%. Мне очень нравится. Она теплая, мягкая и не колючая. Спросила, нужен ли помпон. У меня есть несколько помпонов. Это вот лисичка. Помпоны я делаю на кнопочке для удобства. Постирать, да, отстегнул. Здесь кнопку я пришила в цвет пряжи, а здесь кнопка пришита в цвет помпона. И потом просто вот так пристегнуть. И все. Вот скоро хозяйка получит эту шапочку. И нужно будет еще связать комплект для мужа. Это тоже одного очень хорошего человека. Я очень редко вяжу кому-то. И здесь полный карт-бланш. Как свяжу, так и свяжу. И любая вязальщица, она подтвердит, что когда люди принимают работу так, как им ее преподносят и радуются этому, то это просто бесценно. А вот когда начинают капризничать, что это не так, и то не так, то вот здесь не особо, да, даже хочется что-либо вязать. Вот у меня 2 готовых изделия. И как раз, чтобы можно было увидеть, как пряжа Stylish альпака смотрится. Вот в моем случае это цвет 7712. Вот он таким образом смотрится просто в лицевой глади. Тоже интересный переход. Я просто отправляла фотографию. Очень-очень ждут эту работу уже к себе в руки. Помните, я вам показывала образец? Я связала
посмотреть, как смотрится пряжа, которую мне подарила моя вязальная подруга Лена на Новый год. И к этой пряже в подмот я добавила пряжу от моей подписчицы Елизаветы. Они по составу идентичные. То есть здесь альпака в обеих пряжах, мохер и полиамид. И вот здесь еще люрекс, да, шишибриковый. При вязании он чувствуется, жесткость от него чувствуется. Я, конечно, к шее прикладывала, вроде колкости нет. И я начала новое изделие. Знаете, начала очень спонтанно. Мне нужен джемперок. И я даже брала с собой в дорогу, в поездку. Я думала, не буду брать, тут же бобина, мотать не хочу. Но все-таки взяла. Я просыпаюсь очень рано. Это в половине шестого, в 6 утра просыпаюсь, поэтому и ложусь я тоже рано. Ну и вот начала я вязание, провязала совсем мало. Это вот такой узор. Вот он так вот должен смотреться. Вот таким образом. Это такие шарики. Ну так я буду называть, как шарики смотрятся. Я вот думаю, может быть, постирать даже. Я связала пока еще только один раппорт в высоту. Так вот. Думаю, может быть, постирать, посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, конечно, распускать я не буду уже ничего, потому что, ну, это распустить вообще, мне кажется, очень сложно. Думаю, да пусть будет так. Посмотрим, что оно из себя выйдет. Надо постирать. Люрекс блестит. Сейчас при дневном свете плохо видно, но вот эти шишибрики, они здесь где-то вот даже их много видно. Где-то они на изнаночной стороне. Ну, в общем, буду вязать потихонечку. Такое вот изделие для себя. Вяжу по кругу, снизу вверх, по кругу. А потом уже посмотрю, как я буду вязать с выделенной проймой изделия. Или просто со спущенным плечом. Посмотрю. Вот такие вот у меня дела вязальные на этой неделе случились. Больше пока ничего нового я не начинала. А еще в конце недели мы с семьей отправились в небольшое путешествие в один из древнейших городов России, в город Муром. В этом городе у меня живет родной дядя. Поэтому мы выбрали не случайно этот город. Нужно было отвезти маму, повидаться с ним. А мы совместили приятное с полезным, и с родными увиделись, и посмотрели на город Муром. Я не была в нем уже больше 20 лет, и, конечно, мое мировоззрение меняется. Сейчас, посещая тот или иной город, я смотрю на него совсем с другой стороны. Мне хочется окунуться в историю, мне хочется узнать что-то новое, интересное. И это совершенно другие впечатления. Мне очень хотелось посетить 2 монастыря, которые находятся в Муроме, старинных, красивейших. В одном из монастырей, в женском именно, находятся мощи святых Петра и Февронии. 8 июля в нашей стране празднуется День семьи, любви и верности, почитая именно эту чету, которая заботится о семейном благополучии. Мы посмотрели и памятник, и приложились к мощам, и внутри убранства. Когда попадаешь в такие места, намоленные, это, конечно, незабываемые ощущения. Мы прогулялись по набережной Оки, посмотрели на новый вантовый мост, мы его не видели. Когда я приезжала более 20 лет, я помню, что через Оку летом всегда прокладывали понтонный мост, и по понтонному мосту машины пересекали эту реку. А вот сейчас построен новый вантовый мост. А также Муром является родиной калача. Вот этого я вообще не знала. Есть памятник калачу. И, конечно, в трапезной монастыря мы купили эти калачи, попробовали. Очень вкусно. Привезли с собой.
Конечно, новые впечатления, новые эмоции, немножечко переключиться — это всегда очень полезно. Ну что ж, начинается новая трудовая неделя и новый месяц. И я думаю, что мы с вами совсем скоро увидимся. Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.